Всем привет! В этом видео приготовим 4 праздничных основных блюда в аэрогриле на новогодний стол. Ароматная целая курица, которая готовится очень просто, картофельная запеканка с грибами и сыром, куриные рулетики с финиками в беконе и утиная грудка с апельсиновым соусом. Первый рецепт – это целая курица, которую мы запечем в аэрогриле. У меня курица весом 1,4 кг. Для рецепта также понадобится лук, 1-2 штуки, соль, перец, оливковое масло, любимые специи. Из специй я почти всегда использую сушеный лук, сушеный чеснок, копченую паприку. Также я решила добавить орегано и тимьян. Для начала очищаем 1-2 луковицы. У меня луковицы небольшие, поэтому использую 2. Луковица будет необходима для того, чтобы начинить ею курицу для аромата. Теперь смешаем оливковое масло со специями, чтобы обмазать курицу. В емкость добавляем 2 столовые ложки оливкового масла, добавляем туда 1 чайную ложку соли, 1/2 чайной ложки перца и любимые специи. Все по 2 чайные ложки. У меня это сушеный чеснок, сушеный лук, копченая паприка, орегано и тимьян. Хорошо перемешиваем специи с маслом и теперь обмазываем всю нашу курочку со всех сторон. Если смесь получается очень сухой, то добавляем еще немного оливкового масла. В аэрогриле получится очень хрустящая вкусная курочка, поэтому специи не жалейте. Специи стараюсь нанести также внутрь курицы и под кожу. В описании под видео я оставлю плейлист с другими праздничными видео с прошлых лет. Там вы обязательно для себя найдете другие интересные рецепты. Теперь лук, который мы очистили, кладем внутрь курицы. У меня 2 небольших лука. Он нужен лишь для аромата. Если вас смущает лук, можете положить туда, например, яблоки. Аэрогриль можно разогреть. Если разогреваете, то ставьте обычный любой режим и примерно 200 градусов 3 минуты. Чтобы курица влезла в мой аэрогриль, я извлекла оттуда решетку. Курицу необходимо положить в аэрогриль грудкой вниз. Можно выпекать и сразу. Ставлю на режим курицы 200 градусов 30 минут. После 30 минут курицу необходимо перевернуть на вторую сторону и ставим еще примерно 15 или 30 минут, в зависимости от размера курицы. У меня курица была небольшая, как я уже сказала, 400 грамм. И я поставила на 15 минут, после этого проверила внутреннюю температуру, внутреннюю готовность, и курица была абсолютно готова. В общей сложности в моем аэрогриле такая курица весом 1 кг 400 грамм выпекалась 45 минут, 30 на одной стороне и 15 на другой. У меня 2 тена. Если у вас 1 тен, то возможно понадобится в общей сложности час. Всегда проверяйте готовность курицы термометром. Температура должна быть 75 градусов. Курица получается с хрустящей корочкой и с очень нежным ароматным мясом внутри. Следующий рецепт без мяса – это картофельная запеканка с грибами и сыром. Подойдет как основное блюдо или же как гарнир. Для рецепта нам понадобится картофель, шампиньоны, молоко или сливки, яйца, соль, перец, любимые специи, сыр и зелень для подачи. Готовить буду в 2 силиконовых формах для кекса. Форма у меня размером 24 на 12 см и высотой 6 см. Картофель я помыла, убираю плохие части и отвариваю в мундире до готовности. У меня 400 грамм шампиньонов. Шампиньоны очищаем при помощи бумажного полотенца, убираем лишнюю грязь. Шампиньоны я никогда не мою, потому что так они наполнятся влагой и будут слишком водянистые. Шампиньоны режем на мелкий кубик, вкладываем в емкость. И нарезаем 1-2 шампиньона для того, чтобы украсить запеканку сверху. Для начала запечем грибы, их можно обжарить с луком, например, на сковороде. Выкладываем в аэрогриль специальную пергаментную бумагу, немного сбрызгиваем маслом. Это нужно для того, чтобы грибы не прилипли, если у вас бумага без силиконизированного покрытия.
Выкладываю грибы, сбрызгиваю их еще немного маслом, добавляем соль, перец и сушеный чеснок. Ставлю в аэрогриль на режим аэрогриль 190 градусов 10 минут. И все, наши грибы готовы. Любой полутвердый сыр натираем на терке. На одну силиконовую форму понадобится 60 грамм сыра. Зелень помоем, обсушим и мелко измельчим ножом. Она будет необходима для подачи. Зеленый лук моем, обсушиваем и нарезаем. Он тоже подойдет для подачи. Картофель в мундире отварен, дадим ему остыть и тем временем приготовим заливку. Я использую силиконовую форму размером 24 на 12 на 6 сантиметров. Для одной такой запеканки необходимо 2 яйца смешать с 2 столовыми ложками сливок или молока. Добавляем соль, перец и все хорошо взбиваем вилочкой. В описании под видео я оставлю ингредиенты на одну силиконовую форму. Кладем примерно по 6 средних картофелин в форму. Для надежности можете на всякий случай смазать форму маслом. И при помощи стакана или любого другого предмета приминаем картофель так, чтобы он заполнил все дно с небольшими бортиками. Из отварного картофеля в мундире формируем такую основу. Размеры я продублирую еще в описании, заходите и смотрите туда. Там я всегда оставляю важную информацию о том, какой у меня аэрогриль, где я покупала, и режим и температуру, на котором готовлю каждый из рецептов. Внутрь выкладываем запеченные шампиньоны, посыпаем сыром. Выливаем нашу яичную заливку. Сверху выкладываем несколько ломтиков шампиньонов и ставим в аэрогриль на режим аэрогриль 180 градусов примерно 15-20 минут. Проверяйте внутри зубочисткой. Яичная заливка должна полностью пропечься. Извлекаем запеканку из формы. Я это делаю вот таким обычным способом, просто переворачиваю на тарелку. Вкусное необычное блюдо из обычных ингредиентов готово. Разрезаем и подаем порционно. Это отличный вариант как основного блюда, так и гарнира. Всем приятного аппетита! Для подачи, конечно же, посыпаем зеленью. У меня укроп и зеленый лук. И запеканку вкусно будет кушать как с курицей, которую мы приготовили в первом рецепте, так и просто со сметанкой. Обязательно попробуйте приготовить. Получается очень вкусно. Вместо грибов вы можете положить все, что вы хотите. Например, обжаренную ветчину с луком или что-то другое. Следующий рецепт довольно необычный. Если вы не любите такие необычные вкусы, то начинку рулетиков смело можно будет заменить. В видео я обязательно прокомментирую, на что именно можно заменить. Мы будем готовить рулетики из куриного филе с начинкой из фиников, и рулетик у нас будет в беконе. Для начала финики зальем, чтобы они стали мягче. 3 куриных филе моем, обсушиваем. У меня они чуть подмороженные. Таким образом их будет очень легко разрезать вдоль. Каждое куриное филе я разрезаю на 4 части, и из 3 филе у меня получится 12 рулетиков. Выкладываем на доску пищевую пленку, кладем несколько кусочков курицы, накрываем пищевой пленкой и отбиваем молоточком с обоих сторон. Куриное филе присаливаем с одной стороны и добавляем немного черного молотого перца. Здесь хорошо подойдет свежий зубчик чеснока измельченный. В чеснокодавке его можно растереть по куриному филе. Я же добавляю просто сушеный чеснок. Финики промакиваем бумажным полотенцем, извлекаем косточку и нарезаем на небольшие кубики.
Твердый сыр натираем на мелкой терке. Куриное филе смазываем крем-сыром. Выкладываю примерно по пол чайной ложки крем-сыра в каждый кусочек курицы. Крем-сыр распределяю по курице. С одной стороны курицы выкладываем несколько кусочков финика. Если вас смущает такая сладкая начинка, то в классическом варианте это может быть чернослив. Мне кажется, он более понятен людям. К нему можно добавить, например, измельченный грецкий орех и чеснок и завернуть рулетики с такой начинкой. Если же вы не любите вообще сладкие начинки для курицы, то можно положить, например, маринованный огурчик, болгарский перец или просто грибы. Здесь начинка может быть абсолютно любой. Пробуйте разные вариации и пишите в комментарии, какая начинка для куриных рулетиков ваша самая любимая. Закручиваем рулетики. Я ничего не закрепляю зубочисткой, потому что сверху все прекрасно будет держать бекон. Бекон у меня холодного копчения, такой очень жирненький. Используйте любой бекон или ветчину, которая у вас есть. Примерно по 1-2 полосочки мне необходимо, чтобы закрутить каждый рулетик. Я стараюсь беконом закрыть свободные края, чтобы сыр не вытекал. Идеально готовить такие рулетики прямо на решетке, потому что жир от бекона будет стекать вниз, и у вас рулетики не будут тушиться в собственном жиру. Я же кладу в специальную пергаментную форму для удобства, потому что готовила следом другое блюдо для вас. Ставим в аэрогриль на режим аэрогриль 180 градусов 15 минут. И поскольку я готовила в форме, рулетики мне нужно перевернуть. У меня в аэрогриле 2 тена. Если готовите без формы, просто на решетке, рулетики можно не переворачивать. Но для того, чтобы бекон поджарился с другой стороны, я это делаю и добавляю еще 5 минут. Смотрите по вашему аэрогрилю, если у вас 1 тен, возможно понадобится 10 минут на второй стороне. Лишний жир остается в форме, это очень удобно. Смотрите, эти формы еще не промокают, очень качественные формы я купила в этот раз. Все аккуратненько складываем, и решетка, так же как и аэрогриль, остается полностью чистым. Мне это очень-очень нравится, поэтому часто использую именно бумажные формы. Нужно всего лишь протереть пару потеков жира, и все, можно готовить другое блюдо. Очень вкусное сочетание. Закручивать куриную грудку в бекон обязательно попробуйте, если так не пробовали. Начинка получается очень сладкой, как вы уже поняли. Это блюдо на любителя. До этого прокомментировала, на что можно заменить финики, если вы не любите мясо со сладким вкусом. И последнее блюдо – это утиная грудка с апельсиновым соусом. Утиная грудка готовится очень просто в аэрогриле, и сейчас расскажу, как именно будем ее запекать до идеальной температуры готовности, так, чтобы она не была резиновой, а была очень мягкой, сочной. Для начала утиную грудку необходимо хорошо обсушить бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Добавляем совсем чуть-чуть оливкового масла, соль, перец и хорошо массируем утиную грудку, так, чтобы соль, перец были со всех сторон. Я еще сделала ножом небольшие надрезы решеткой, только на коже, не прокалывая филе. Это делать не обязательно. Выкладываем в холодный аэрогриль кожей вниз утиную грудку прямо на решетку. Я ставлю обычный режим аэрогриль 180 градусов 7 минут. Пока грудка запекается с одной стороны, мы разрежем 2 апельсина пополам, они нам будут необходимы для апельсинового соуса. В сотейник я выжму сок из 2 небольших средних апельсинов. В принципе, для 2 грудок хватило бы и 1 апельсина, у меня остался еще соус. К апельсиновому соку на терке я натираю 1 зубчик чеснока и добавляю 2 столовые ложки меда, можно заменить на сахар.
Если не любите сладкие соусы, то можно добавить лишь 1 столовую ложку меда и добавить, например, 1-2 чайные ложки соевого соуса сюда. По окончании времени утиную грудку переворачиваем на другую сторону и ставим еще 180 градусов 7 минут. Как вы видите, я уже проверяла, и у меня потек сок. Это сок утиный, это не кровь. Проверяем внутреннюю температуру, и у меня она 64 градуса, что более чем достаточно. Температура готовой грудки от 60 до 70 градусов. Обязательно грудку заворачиваем в фольгу и оставляем ее так постоять. Теперь вот таким способом интересным я придумала, как извлечь решетку. Нам нужен утиный жир, который стек с утиной кожи вниз в чашу. Его мы добавляем в наш соус, прямо в сотейник, выливаем жир. И ставим на средний огонь, немного прокипятиться. Кипятим соус примерно 8-10 минут. Мед должен раствориться, и потом соус чуть загустеет. Добавляем немножко соль, перец по вкусу в соус. Соус у меня чуть постоял, загустел. Его я переливаю в небольшую соусницу. Открываем фольгу. Может показаться, что это кровь, но нет, это сок утки. Утка полностью готова. Она не сухая, она сочная, нежная, прям как надо. Слегка розовое мясо у нее. Внутренняя температура у нее была 65-64 градуса, это полностью готовая утка. Утиная грудка не должна быть полностью серой, как курица, она должна быть чуть розовой, чтобы оставаться сочной и вкусной. Обязательно приобретите термометры для готовки, особенно если вы готовите в аэрогриле или просто в духовке, или готовите что-то объемное, например, курицу, карбонады. Обязательно нужно, чтобы проверять, готово ли ваше блюдо. Я ссылочки оставлю внизу и с Амазона, и с Алиэкспресс. Вы можете заказать такие быстрые термометры, примерно как у меня. Поливаем утку сверху апельсиновым сладким соусом, и получается идеальное новогоднее блюдо. Всем приятного аппетита! Обязательно попробуйте такой рецепт. 7 минут с одной стороны и 7 с другой стороны, и получается идеально сочная готовая утка, не пересушенная. Соус получается сладкий. Если не любите, опять же, сладкие соусы, то меньше добавляйте меда, и можно разбавить слегка соевым соусом. Если у вас есть веточка розмарина, то ее тоже кидайте в соус. Спасибо всем за внимание. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным, что оно вам понравилось. Возможно, какую-то идею вы возьмете для себя на праздники. Напишите в комментариях, какой рецепт вам понравился, что вы будете готовить в своем аэрогриле. Будете ли вы использовать ваш аэрогриль для приготовления к Новому году? Будет очень интересно почитать. Последнее видео, заключительное в этом году, вас ждет. Это будут десерты. Не пропустите. А мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Всем пока-пока, до скорых встреч!